Всем привет! В прошлый раз я вам рассказывала о том, что такое New Year Resolution, и это, собственно, натолкнуло меня на мысль записать данное видео. Я хочу вам рассказать сегодня о временах года в Новой Зеландии и, в общем-то, в частности, о Новом году. Как вам известно, Новая Зеландия находится в южном полушарии, и времена года в южном полушарии противоположны временам года в северном полушарии. То есть, когда в России зима, в Новой Зеландии лето. И наоборот, когда в России лето, в Новой Зеландии зима. И осень с весной тоже меняются местами. И в связи с чем многие задают мне один и тот же вопрос. А когда вы встречаете Новый год? И я хочу в этом видео ответить на этот вопрос и рассказать вам, что Новый год мы встречаем тогда же, когда и остальная часть мира. То есть 31 декабря, 1 января. Единственное, что мы встречаем Новый год летом. Вместо того, чтобы одеваться в шубы и идти играть в снежки, мы надеваем купальники и идем купаться. Собственно, Новый год все-таки отмечается в Новой Зеландии не так масштабно, как в России. Хотя пускают фейерверки в 12 часов ночи. С нашей телевизионной башни город организует фейерверки. Ну, по крайней мере, в Окленде, так, где я живу. И люди тоже немножечко пускают фейерверки там и тут. Но это не сравнится с тем, как мы привыкли отмечать Новый год. Для нас это такое событие, наверное, главное событие в году. А для новозеландцев все-таки, наверное, их католическое Рождество главное событие в году. Потому что на Рождество они наряжают елку, дарят подарки и устраивают ужин с семьей. А на Новый год, наверное, могут пойти куда-нибудь выпить в бар, или устроить какую-нибудь вечеринку с друзьями, или пойти куда-нибудь в клуб. Но они на самом деле Новый год не видят так, как видим его мы. Единственное, что в Новой Зеландии интересно, так это то, что отмечается китайский Новый год гораздо более бурно, чем традиционный Новый год. И это потому, что здесь очень много китайцев и азиатов. И китайский Новый год обычно выпадает где-то на середину-конец февраля, каждый год по-разному. И это как раз-таки тогда, когда мы переходим на новый китайский год. То есть сейчас мы говорим, у нас уже год обезьяны. Но на самом деле это не так. Год обезьяны наступит в феврале, когда будет новый китайский год. А мы все еще живем по старому году. Я не помню, честно говоря, чей год был до этого. Но китайский Новый год довольно-таки большое событие в Окленде. И устраивается очень много разных шоу в разных районах города. Различные танцы и песни, или просто какие-то ярмарки. А также устраивается фестиваль фонариков. Если вы смотрели диснеевский мультик про Рапунцель, то она там пускала бумажные фонарики. Вот именно ими и украшают парк в Окленде. И это большое событие для города. Я стараюсь сюда ходить каждый год. Она устраивается только 3 дня, пятница, суббота, воскресенье, приуроченная к китайскому Новому году. И там огромное количество народу, и это очень весело. Во-первых, очень красиво, потому что весь парк украшен этими бумажными фонариками. И они на самом деле не просто, как вот в мультике, такие в виде светильничков, а они в различных формах, в виде людей, в виде животных, там драконов, птиц, в виде, не знаю, чайничков, цветков. И парк довольно большой, и вот вся территория парка ими украшена, и это смотрится, конечно, волшебно. И помимо этого там тоже различные концерты, и музыка, и различные другие мероприятия, типа гаданий, или колесо фортуны, или много продается азиатской еды, да и вообще куча разных ларьков с всякой бижутерией или аксессуарами для телефонов, или всякими безделушками, там, шариками, или барабанами такими китайскими, ну, в общем, чего только нет. Это довольно весело, и в конце моего видео, досмотрите обязательно до конца, потому что я вставлю туда фотографии
чтобы вы могли посмотреть, что же такое этот фестиваль фонариков. Но пока что давайте вернемся к временам года. Значит, что интересно, новозеландцы почему-то не знают, когда начинаются времена года. Вот у нас как? 1 сентября, осень, в школу. Зима пришла неожиданно 1 декабря. А в Новой Зеландии я как-то им говорю: сегодня 1 декабря, первый день лета, поздравляю. А они говорят: а как вот ты так определила, что сегодня первый день лета? Я говорю: ну как, 1 декабря, началось лето. А для них нету точной даты. И они между собой начали спорить, и там была парочка англичан тоже, и они между собой спорили, как в Англии. И один говорил: вот у нас в Англии тоже, как у вас в России, с 1 числа начинается сезон. А второй говорил: нет, с 21-го, когда вот день летнего солнцестояния или зимнего солнцестояния, вот тогда и начинается сезон. А новозеландцы, мне кажется, они никогда даже не слышали о том, что существует какая-то определенная дата, когда начинается время года. Мне кажется, для них вот, когда тепло, оно примерно в одно и то же время каждый год, то есть там где-то в декабре, январе и феврале, вот тогда и лето. А вот когда оно там наступает, ну вот как тепло станет, так оно и наступает. Но они не могут с точностью сказать, что вот сегодня лето. И такого вот перехода у них нет от весны к лету. Оно переходит плавно. И как-то вот я разговаривала с друзьями, и они говорят мне, например: а сейчас же лето у нас. Я говорю: ну да, конечно, лето, там, декабрь месяц на дворе. Они такие: ну да, ну просто там что-то как-то прохладно. То есть для новозеландцев такого нет, как у нас. 3 месяца зимы, 3 месяца лета, 3 месяца осени и весны. У них все зависит от погоды. Собственно, лето может быть длиннее, если тепло, например, в ноябре и в марте, они будут говорить: о, лето в этом году такое длинное, потому что вот у нас было тепло там 5 месяцев. В общем, да. И, собственно, я хочу вам рассказать о погоде. Но, пожалуй, я сделаю отдельное видео для этого, потому что иначе оно будет слишком длинным и будет скучно сидеть и все это смотреть. Надеюсь, вам было интересно узнать про времена года в Новой Зеландии, узнать о том, когда они встречают Новый год. И спасибо вам большое за просмотр. Мы увидимся с вами в следующих видео. Пока!